Всем привет, вы на канале Pigeon Polly, и я нашла на просторах интернета несколько видео, где качество акварели проверяли при помощи вот такого вот теста, и решила тоже попробовать. К сожалению, ссылку на видео не могу оставить, потому что это было множество видео, которые мне попадались несколько дней подряд и просто засели у меня в голове, поэтому я решила повторить. Мы просто берем и выкрашиваем акварель, которая у меня есть, на обычную черную бумагу. Идея состоит в том, что белила, если они есть в составе, или мел, то это все будет видно после высыхания. Я выкрашиваю Рембрандт, я выкрашиваю Ван Гог, немножко Невской палитры, немножко Росса, чтобы просто посмотреть, что из этого получится. Ни на какую экспертность в этом видео я не претендую, потому что, если мы хотим какие-то очень качественные эксперименты делать, то, конечно, совершенно другие условия для этого нужны. И нужно брать одинаковые цвета. У меня нету такого, чтобы у меня были всех производителей один и тот же цвет, например. И это нужно брать цвета, которых заведомо не предполагается использование белил, где указан, например, только чистый пигмент, какой-то один, например, да. Но все равно мне кажется, что это может быть интересным. Мы можем посмотреть, как те или иные акварельные краски ведут себя на черной бумаге. Может быть, в процессе у нас появятся какие-нибудь идеи для того, чтобы создать какой-нибудь рисунок или какой-нибудь скетч на черной бумаге акварельными красками. Может быть, какие-то будут просто супер классно смотреться. Но вот посмотрим, как они поменяются после высыхания и что вообще из этого всего получится, помимо испачканного стола и всего остального. Тут вот медленно, но верно выкрашиваем акварель, подбираемся уже к синим. Я так довольно жирно набираю краску, потому что здесь у нас цель именно посмотреть, как оно вообще все будет выглядеть. И можно постепенно видеть, как при высыхании меняется оттенок. Очень хорошо видно на перманентном красном. Это у нас третий в первом ряду слева, если считать. Можно увидеть. А вот желтые, соответственно, пока что меньше всего поменялись. Если вы проводили какой-то похожий эксперимент или знаете об этом больше, понимаете в этом больше, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Если у вас есть идеи для других экспериментов, но у вас нет ресурса, чтобы это сделать, нет акварели и так далее, напишите в комментариях свои идеи, мы обязательно все это попробуем, потому что у меня есть возможность. Ну вот. И вот такая вот у нас выкраска получается. Смотрим, как она высохла, и делаем какие-то выводы. Что вы можете сказать, как вам кажется? Вот я вижу разницу в желтых, кстати, между разными производителями. Например, тот же Рембрандт почему-то более белесый, но у Невской палитры более плотное покрытие белое у желтого получилось. Там же есть еще он розовый. Ну, собственно, он на белилах и указан, что он присутствует в составе. Вот такой вот эксперимент очень неоднозначный у меня получился. Что ж, много вопросов, пока что очень мало ответов, но мы продолжим изучать этот вопрос и рано или поздно придем к какому-нибудь выводу. Всем спасибо и до встречи в новых роликах.